Друзья, привет! Сегодня мы будем готовить нормандский яблочный пирог. Не совсем традиционный, но потрясающе вкусный. Это фамильный рецепт моих французских друзей. Этот рецепт мне очень нравится, потому что здесь абсолютно ничего лишнего, только яблоки и потрясающе хрустящее тесто. И, кстати, от сорта яблок будет зависеть вкус вашего пирога, поэтому экспериментируйте, пробуйте разные и пойдемте на кухню. Давайте готовить вместе. И начнем мы с приготовления теста. Просейте муку и добавьте масло. Масло в этом рецепте должно быть рубленое, поэтому используйте вилку, нож или вот такую штуку, как у меня. Работайте быстро, чтобы масло не нагревалось. Вот, посмотрите, какие кусочки у нас получились. Затем понемногу добавляем ледяной воды, чтобы связать тесто. Такой стадии достаточно. Теперь аккуратно выложим его на пищевую пленку, закрываем и легкими надавливающими движениями уплотняем тесто. Затем отправляем его в холодильник минимум на час. Когда тесто охладится, приступим к приготовлению начинки. Для этого удалите сердцевину из яблок и очистите от кожуры. Вот таким образом, кое-где оставляя кусочки кожицы. В этом рецепте лучше использовать более кислые яблоки, так будет интереснее вкус. Теперь разрезаем пополам и вычищаем серединку, если там все-таки еще остались косточки. Далее каждую половинку разрезаем примерно на 4 части и поливаем лимонным соком. Перемешиваем и добавляем немного сахара. Теперь займемся тестом. У меня форма 25 сантиметров, но вы, кстати, можете взять побольше, теста будет достаточно. Раскатывать тесто мы будем на бумаге для выпечки, это очень важно, поэтому обработайте все поверхности хорошо мукой. Работайте с тестом быстро и аккуратно. Оно должно быть достаточно тонким, но не рваться, а также не перегреваться. Выкладываем в форму, аккуратно разравниваем и заворачиваем край вовнутрь. Пропорции этого теста рассчитаны на форму более большего размера, поэтому мой бортик получился довольно-таки объемный. Но это к лучшему, потому что это тесто я обожаю. Теперь обрезаем лишние края бумаги, накалываем дно вилкой и выкладываем наши яблоки. А тем временем ваша духовка должна быть уже разогрета на 250 градусов. Присыпаем немного сахара, подгибаем бортик к яблокам, затем отправляем в духовку, предварительно разогретую до 250 градусов, и сразу же убавляем на 200 на 40 минут. И вот наш пирог готов. Для того, чтобы сохранить потрясающую хрустящую структуру теста, обязательно переложите сразу же на решетку и оставьте остывать примерно на 15-20 минут. И, кстати, с этим пирогом ни в коем случае не употребляйте кофейные напитки, они полностью разрушат этот прекрасный яблочный вкус. Далее я вам расскажу, какие вина составят идеальный марьяж. И по традиции давайте подберем вино для нашего блюда. И да, вы не ослышались, именно вино, потому что этот пирог будет идеален с десертными винами. И на первое место я бы поставила Саутерн, он просто потрясающе сочетается с запеченным яблоком. На втором месте я бы выбрала сладкие токайские вина Токай Азу, тоже будет потрясающий марьяж. И третьим вариантом предлагаю вам эксперимент попробовать с Ice Wine. Я думаю, это будет очень интересный вариант. Пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марьяж. Бон аппетит!